Всем привет! Сегодня мы приготовим рождественский кекс Штолен. Для этого нам понадобится около 600 грамм муки, 2 яйца, 1,5 пакетика разрыхлителя, 250 грамм сахара, 250 грамм мягкого творога, 250 грамм сливочного масла для теста, еще 100 грамм сливочного масла для пропитки, 200 грамм миндаля, 250 грамм изюма, 100 грамм цукатов, 1 лимон, сахарная пудра для посыпки и ром для того, чтобы пропитать сухофрукты и орехи. Первым делом минимум за сутки замачиваю изюм в роме. У меня ушло на 250 грамм изюма 250 миллилитров рома. Но будет лучше, если вы замочите и орехи, и цукаты, и изюм. 250 грамм размягченного сливочного масла взбиваю с сахаром до белого цвета. Теперь постепенно по одному ввожу яйца. После каждого яйца нужно хорошо взбить массу до однородности. Теперь вводим мягкий творог и продолжаем взбивать. Лимон я помыла и снимаю с него цедру прямо в тесто. Снять надо только яркую желтую часть. Теперь добавляю 1,5 пакетика ванильного сахара. Из лимона выжимаю сок в тесто. Главное следить, чтобы не попали косточки. Все хорошо перемешиваю миксером. Разрыхлитель смешиваю с мукой и постепенно замешиваю тесто. Тесто получится очень липким и мягким. Немного муки я оставляю для того, чтобы обвалять в ней изюм. При замешивании очень удобно использовать специальный нож для теста. Теперь постепенно начинаю вмешивать начинку. Сначала цукаты, потом крупно нарубленный миндаль и затем буду замешивать с изюмом. Вмешивать лучше все постепенно. Замесить такое тесто довольно трудно из-за того, что начинки получается очень много. Тесто может получиться очень липкое и мягкое, не стоит этого пугаться. В конце можно будет добавить еще немного муки. Прежде чем замешивать изюм, я смешиваю его с мукой. Я очень не советую исключать из рецепта этап замачивания сухофруктов в роме, так как именно ром дает незабываемый аромат штолену. Если очень хочется, можно, конечно, заменить ром на сахарный сироп, но это будет уже совсем не то. Процесс формирования штолена проще показать, чем объяснить, поэтому этот этап я оставила без ускорения.
Заготовки выкладываю на тефлоновый коврик. Выпекала я штоллины при температуре 180 градусов на режиме вверх-вниз без конвекции в течение 1 часа. Проверять готовность зубочисткой. Еще горячий штоллен нужно обильно смазать растопленным сливочным маслом. У меня ушло 100 грамм. Остывший штоллен нужно посыпать сахарной пудрой, завернуть в бумагу, фольгу и оставить на 3-4 недели в холодильнике, чтобы аромат рома распространился на весь остальной кекс. Не переживайте, за это время он не пропадет, станет только вкуснее. Хотя можно есть его и сразу. Ну вот и все, приятного аппетита! Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и будем готовить вместе.